И вот у нас Михаил Крутихин уже готов, связи, насколько да. я понимаю. Здравствуйте, Здравствуйте, спасибо большое, Михаил. что присоединились к нам. Добрый день. Михаил, для начала объясните, чего вообще происходит, потому что одни заявляют одно, другие заявляют другое, одни говорят, что уже остановили поставки, потом выходит с опровержением, говорят, что нет, не остановили, газа я имею в виду, да, в Польшу, например, а потом говорят, что нет, но остановим. В общем, как ситуация сейчас выглядит глазами вашими, глазами эксперта? Ну, польская сторона объявила, что прекратили поставки, ссылается на официальное заявление «Газпрома». Затем были опровержения, и надо посмотреть, возможно, через день на статистику, сколько газа поступило и сколько газа прошло транзитом на территорию Германии. В Болгарии пока никаких изменений нет, то есть, как объявили, что прекращают поставки газа, так, в общем-то, и прекращают. Никаких других новостей оттуда пока не поступило. Скажите, пожалуйста, насколько это вообще реально? Потому что, зависимость, она же двусторонняя. То есть, с одной стороны, действительно, страны зависят от российского газа, с другой стороны, и Россия зависит от денег за этот газ. То есть, может ли действительно там в одностороннем порядке Россия перестать поставлять этот газ и сказать, да, вот, все, мы теперь не будем, значит, и по делам вам? Ну, уже наблюдатели, эксперты газового рынка говорят и внутри России, и за пределами России, называют это самоубийством «Газпрома». Действительно, вдруг коммерческая компания ни с того ни с сего отказывается получать, разные оценки, 8,5 и 10% того, что она должна получать за экспорт газа. То есть выбрасывает две страны, как минимум это Болгарию и Польшу, из своего перечня клиентов. То есть ничего за них, никаких денег мы с них больше получать не будем. Но это не поведение коммерческой компании. Значит, надо искать какие-то политические причины в таких решениях. И в случае Польши и в случае Болгарии причины совершенно разные. Польша один из самых активных противников России в плане агрессии на украинской территории. То есть Польша активно помогает Украине. Она ратует за то, чтобы Европейский Союз принимал конкретные меры в отношении получения российского газа, российской нефти, чтобы как минимум вводил, например, таможенные пошлины до 35, а то и больше процентов на российские энергоносители. То есть Польша один из самых активных игроков в этой игре. И поэтому лишение ее газа можно рассматривать как месть или как меры воздействия на эту страну. Что касается Болгарии, там ситуация немножко иная. Там к власти пришло правительство, которое не испытывает больших симпатий к российскому режиму. И оно уже успело объявить, что в будущем году оно не будет возобновлять контракты с «Газпромом» на получение газа и вообще проявляет склонность к солидарности с Евросоюзом, с Соединенными Штатами Америки. А поскольку в Болгарии все-таки еще очень сильно пророссийское, прогазпромовское, пролукойловское лобби, то меры «Газпрома» в отношении Болгарии можно рассматривать как попытку нажима тем, чтобы поставить страну в тяжелое экономическое положение, и так, чтобы российское лобби объяснило населению, что в этом виновато новое правительство, что давайте вы, ребят, что-нибудь такое поменяйте опять, чтобы к власти пришли пророссийские элементы. То есть разные поводы в Болгарии и в Польше, но и там мы видим политику, а не экономику. А можно ли ожидать, что другие страны Европы последуют за Польшей и Болгарией и откажутся платить в рублях, и вообще что тогда произойдет? Мы уже видим, Финляндия сегодня объявила, что она в рублях платить не будет. Но я бы не стал вчитываться в такие объявления, потому что сама формула оплаты газа в рублях, она ущербная и обманная. Если мы вчитаемся в указ президента о том, как нужно платить, то получатели российского газа должны платить точно так же, как они и раньше платили. То есть платили в евро, платили в долларах. Значит, в долларах они должны платить в «Газпромбанк», который сам для них откроет какие-то счета по формату К, так называемому, а потом уже сам, без участия этих покупателей газа, эти деньги в иностранной валюте будет конвертировать
уже внутри России в российскую валюту, передавать эту российскую валюту, рубли, поставщику газа, то есть компании «Газпром Экспорт» или другому «Газпромовскому» подразделению. Уже без участия иностранцев. Когда какие-то иностранцы объявляют, мы согласны, мы не согласны платить в рублях, это или пустые совершенно слова, это отговорки, или это, можно так предположить, что намерение пойти на конфликт с «Газпромом», поскольку в контрактах написано, в какой валюте все идет оплата, и второе, через какой банк, по какому графику и как вообще идет оплата. А когда вместо какого-то определенного банка вдруг предлагается платить исключительно через «Газпромбанк», вот тут уже получатели российского газа могут предъявить претензии «Газпрому» за то, что тот в одностороннем порядке меняет условия контракта, то есть нарушает контракт, и оштрафовать «Газпром» за такое нарушение контракта. Я думаю, что к этому готовы уже в Болгарии. Там объявили, что поскольку они плату вносили аккуратно, по графику, по старым схемам, то, что «Газпром» сейчас творит, это нарушение контракта, это грозит доказанием. То же самое говорят сейчас и в Польше. Но совершенно верно, по всем бизнес-законам, по законам нормальной деловой цивилизованной активности, «Газпром» нарушил условия контракта. Значит, нужно за это отвечать. Михаил, скажите, пожалуйста, долгое время, значит, страны Европы стояли перед моральным выбором, да, то есть они стояли перед выбором, продолжать ли платить России за нефть, за газ в конве вот происходящей войны или не делать этого, то есть с точки зрения собственного решения. Но теперь появляется еще один фактор. Они видят, что Россия действительно в любой момент может прекратить поставки газа, ну или как минимум объявить об этом, что по идее, там, как я представляю, не эксперт, да, должно подтолкнуть их к ускорению решений, связанных с отказом от того, чтобы это закупать. Потому что теперь есть не только моральная сторона, но и дополнительные риски, связанные с тем, что, как вы заметили, решения со стороны российской, они политические, а не экономические. Меняет ли это как-то ситуацию или нет? Не видите вы такой, там, не знаю, трансформации, повышения рисков у Европы? Я думаю, что вопрос поставлен неправильно. Как Так. будто Европа только сейчас увидела, что «Газпром» использует поставки газа в качестве политического инструмента. Вы посмотрите, с 2005 года, 2005 год, зима, через Белоруссию на 3 дня отключили поставки газа. Дальше, 2006 год, в разгар отопительного сезона, через Украину. 2009 год, опять через Украину. 2012 год было отключение. 2014-2015 на 6 месяцев вдвое сократили поставки газа. Все это было по политическим причинам, не по техническим, не по финансовым, там, коммерческим, еще каким. Это было по прямому указанию российского руководства, и российское руководство нисколько не стеснялось на экране телевизора показываться и давать указания «Газпрому» прекратить поставки. То есть уже тогда могли в Европе убедиться, что «Газпром» и «Газпромовские» поставки газа – это орудие шантажа, орудие политическое. Поэтому надо было что-то делать. Да, в Европе попытались еще в 2012 году, потом в 2014 году принять конкретные решения, что мы должны делать в случае, если Россия будет вот таким образом использовать поставки газа. Да, разработали план. В плане, несколько уже инструментов, я уже ленюсь перечислять все те документы, которые в Европейском Союзе были приняты. Надо было увеличить поставки сжиженного природного газа, получение сжиженного природного газа, построить новые терминалы для приема сжиженного природного газа, построить интерконнекторы, газопроводы через границу стран-членов ЕС для переброски газа, получать газ, стимулировать получение газа из Каспийского региона, из Восточного Средиземноморья, из Северной Африки, из других источников, перейти активно на замещение газа другими энергоносителями, возобновляемой энергией, прибегнуть к мерам энергозамещения, энергоэффективности, энергосбережения. Там огромный план вообще был с какими-то экстренными программами. Очень медленно действовали в Евросоюзе. Вот сейчас, когда началась война на украинской земле, то вдруг спохватились, а вы знаете, мы что-то все-таки должны будем делать, потому что нам выкручивают руки.
в военное время тем более. И я предполагаю, что сейчас Европа к этому отнесется очень серьезно. И уже сроки избавления от зависимости от российского газа, они быстро сокращают. В той же Италии, если обещали в 2017 году стать независимым от «Газпрома», они уже сейчас говорят, что где-то года за 3-4 справятся. В Германии говорят, как нужно максимум 2 года, и потом никакой полной независимости от «Газпрома». Страны Балтии, вы посмотрите, они все 3 страны уже объявили, что они без «Газпрома» совершенно спокойно могут обходиться. И так далее, и тому подобное. То есть Европа постепенно будет отказываться, и этот процесс ускоряется. То есть то, что «Газпром» творил вот все эти годы, начиная с 2005 года, это было подталкивание Европы к тому, чтобы отказаться от российского газа. Это действительно самоубийство российской монополии. А я, в принципе, хотела спросить, мы с вами до этого в эфире это обсуждали. Я спрашивала у вас, есть ли вероятность того, что Европа введет нефтегазовое эмбарго против России. Но тогда казалось, что это еще невозможно. Германия заявляла, что делать она точно этого не будет. А сейчас изменилось ли что-то? Есть ли какие-то подвижки в сторону эмбарго в принципе на энергоносители из России? Нет, никаких подвижек нет, потому что для того, чтобы появилась эмбарго, нужно солидарное решение, нужен консенсус всех членов Евросоюза. А там есть страны, которые против такого эмбарго, в частности, Венгрия, кстати, Чехия, Словакия, которые очень сильно зависят от российского газа, но получить этот газ из других источников им очень-очень затруднительно. То есть какие-то члены Евросоюза до сих пор сопротивляются. И поэтому появляются половинчатые решения. Давайте вместо эмбарго примем какой-то график перехода к другим источникам энергии, помимо российского газа. Давайте введем, вот как Польша предлагает, давайте введем высокие таможенные пошлины на импорт российского газа. Пока обсуждения идут вот в этом направлении, но единого решения об эмбарго не видно. А при этом, насколько я понимаю, изменилась ситуация, например, в Германии. По крайней мере, министр экономики, если я правильно его понял, Роберт Хабек, недавно сказал, что в целом они уже сократили свою зависимость существенно от российской нефти. Да, мы говорим уже именно про нефтяной аспект, чтобы сделать управляемое, как он и сказал, не знаю, как правильно перенести, да, manageable, значит, вот это вот, значит, всеобщий какой-то отказ от российской нефти. То есть это какое-то продвижение в позиции, например, Германии, или это опять просто какие-то слова для того, чтобы не слишком сильно наседали? Нет, это очень запоздалая мера, потому что думать об этом надо было раньше. Думать надо было в январе 2007 года, когда Путин написал «согласен» 11 января 2007 года на предложение закрыть нефтепровод «Дружба», вообще его закрыть. Было такое предложение от руководителя Транснефти господина Вайнштока. Путин согласился с этим. Я помню, как мы тогда, я работал в американской консалтинговой компании, мы позвонили в немецкое посольство в Москве и спросили, как они вообще отреагируют на подобную меру. Они сказали, это чудовищно, мы совершенно с этим не согласны, потому что нам неоткуда взять нефть. Нам нужно все переделывать инфраструктуру на получение нефти морем, вместо того, чтобы по трубе это делать. Но это серьезные очень вещи. И тогда вот как-то положили под сукно это решение. Но готовиться-то надо было заранее. И вот теперь они начали готовиться. Им нужно переделывать нефтепровод, который ведет с побережья к нефтеперерабатывающим предприятиям в районе Шведска, например. И нужно думать о том, что нефть по нефтепроводу «Дружба» перестанет все-таки поступать. Проблемы там есть. Там до 20% мощности по переработке нефти в Германии принадлежит Роснефти. И вот там возникнут какие-то проблемы, как решать эти вопросы с Роснефтью. Не исключено, что они присмотрятся к тому, как такие проблемы решают в Италии, а там итальянские власти уже рассматривают вопрос о национализации или конфискации доли Лукойла в нефтеперерабатывающей промышленности. Там очень серьезно Лукойл завязан, поэтому, поскольку компания российская и нефть от нее российская, надо каким-то образом с этим кончать. Вот думаю, что ни в одной европейской стране к таким возможностям присматриваются. Например, в Сербии, хоть она и не член Евросоюза, но там
газпромовские структуры владеют в национальной нефтегазовой компании такой долей, как 56 с лишним процентов. Там тоже нужно от «Газпромнефти» и от «Газпрома» каким-то образом отгораживаться, если не бояться попасть под санкции. А нам вот тут сейчас в чате задают вопрос вам. Михаил, скажите, пожалуйста, что известно про новое израильское газовое месторождение? Европа рассматривает этот вариант или там пока ничего не готово? Оно на Европу-то не нацелено. Вот не одно месторождение, там несколько месторождений, очень хороших месторождений. То есть они могут полностью удовлетворить все потребности Израиля в газе, они уже удовлетворяют. И останется еще много на экспорт. Там есть некоторые законодательные ограничения на размеры этого экспорта. Хотят немножко газа себе оставить на будущие времена, но тем не менее рассматриваются разные вопросы. Рассматривался газопровод вот от этих морских месторождений через Кипр, Грецию, вот в Южную Европу туда. Во-первых, против такого газопровода очень сильно возражает Турция, и она своими канонерками, эсминцами и другими военными кораблями уже портит кровь тем, кто пытается найти новую нефть вокруг Кипра. И это не самое лучшее решение, поскольку на юге Европы и рынок для газа не растет. И затраты, по-моему, тут совершенно не окупятся, а политическая напряженность будет излишней. Скорее всего, вот израильское месторождение их можно было бы использовать в союзе с Египтом, либо использовать мощности египетских заводов по сжижению газа и оттуда экспортировать, либо заказать где-то плавучий завод по сжижению газа, поставить его прямо на месторождениях и оттуда экспортировать газ по всему миру, не только в Южную Европу. Это было бы самым эффективным решением для Израиля. Будем надеяться, они нас слушают прямо сейчас. Еще один вопрос, уже больше такой в политическую плоскость, и вообще к вашей сфере было привлечено внимание конкретным человеком. Дмитрий Иванов спрашивает у нас в чате. Уехавший в Украину бывший вице-президент «Газпромбанка». Что известно о деятельности во время работы в РФ? Но я тут еще немножко переформулирую. То есть, насколько это действительно высокопоставленный чиновник из этой структуры, и из его слов, вы наверняка видели его интервью, есть ли какие-то вещи, которые вам показались интересными и примечательными? Интервью действительно очень хорошее, интересное интервью, и человек не последний, это очень влиятельная фигура в «Газпромбанке», и не только в «Газпромбанке», а вообще в газпромовских структурах. У него очень много информации о том, что происходит в «Газпроме», потому что вообще контора эта ужасно закрытая, она более засекреченная и закрытая, чем, например, аппарат ЦК КПСС в советское время. То есть в «Газпроме» даже отделы и управления, они не называются по имени, там номера им присвоены, чтобы еще больше всех засекретить и запутать окончательно. И потом есть там строжайшая система безопасности, которая проверяет, перепроверяет людей, и бегство за границу вот такого влиятельного человека, оно, конечно, вот еще скажется очень сильно на том, какую информацию за пределами «Газпрома» получат люди о деятельности этой компании. И это не случайно, кстати, вот в его интервью там есть такая связь. Он не верит в самоубийство некоторых газпромовских деятелей. Уж больно там серия такая подозрительная, а методы сильно напоминают методы ФСБ и военных. Поэтому, вот как мисс Марпл у Агаты Кристи говорила, в одно совпадение я еще готов поверить, но два совпадения – это уже вещь маловероятная. Здесь тоже уж больно много совпадений с газпромовскими начальниками, которые вдруг то с собой кончают, то еще какая-то странная судьба у них возникает. Есть много темного в этой организации. Я думаю, что в конце концов мир, наверное, узнает большие сюрпризы, большие секреты из этой конторы. Будем надеяться, что это произойдет как можно скорее. Спасибо большое. Спасибо большое. Михаил Крутихин был с нами. Видите, как близок вот шаг от газа до войны и до ФСБ и убийц из ФСБ.